Владелец этого Bonneville T120 использует его для дальних туристических поездок. Он уже проехал 35 тысяч километров и доволен мотоциклом, но есть пара моментов, которые создают проблемы в путешествии. Первое – это колеса с камерами. Самостоятельно отремонтировать прокол такого колеса в дороге без инструмента невозможно. Второе – это слишком мягкие подвески, которые пробиваются на неровностях. Кстати, это одна из причин мятых ободов на обеих колесах. Задние амортизаторы владелец уже заменил, а спереди мы поставим регулируемые картриджи битуба с клапанами в герметичных демпферах под давление. Колесные диски заменим на бескамерные спецованные Alpina с прочными коваными бесшовными ободами. Также придется заменить заднюю шину и цепь, которые изношены до предела. Передняя резина в отличном состоянии. Новые диски и картриджи не только повысят комфорт в путешествии, но и снизят неподрессоренную массу и тормозной путь. Я начну с заднего колеса и цепи. На этом мотоцикле, чтобы снять колесо, необходимо снимать глушители и пассажирские подножки и закреплений кофров. Также на T120 приходится откручивать главный цилиндр с кронштейном водительской подножки, чтобы подобраться к передней звезде. Из-за автоматической смазки все детали рядом с цепью покрыты грязью. Вперемешку с пылью и песком она ускоряет износ. Единственный плюс, что цепь не ржавеет. Сперва желательно открутить гайку звезды, потому что если гайковерт не справится, придется блокировать заднее колесо. Нам повезло, гайка открутилась со второй попытки. Теперь можно ослабить гайки задней звезды и снять цепь. Регулировку натяжения желательно вкрутить, чтобы потом можно было легко накинуть новую цепь. Со старого колеса я сниму тормозной диск и кольцо ABS. Платформы звезды с демпферами остаются оригинальные. Пустой диск Alpina весит 6,2 кг, что почти на 2,5 кг легче оригинального диска с камерой. Герметичность колес Alpina достигается за счет увеличенной толщины обода посередине и уникальных ниппелей с надежным двойным уплотнением. Кстати, изношенная покрышка на 1 кг легче новой. Перед заменой звезды я уберу комки грязи, но тщательно очищать все пространство не вижу смысла. С автоматическим смазчиком они быстро скопятся снова. Звезда устанавливается маркировками наружу. Болты тормозного диска сажаются на фиксатор резьбы и затягиваются с усилием 22 ньютона-метра. Болты кольца ABS также сажаются на фиксатор и затягиваются с минимальным усилием от руки. Чтобы легко накинуть платформу звезды, демпферы лучше смазать. Так как подшипник платформы остается старый, я заложу в него смазку. Платформа вставляется до упора. Гайки звезды затягиваются попеременно, друг напротив друга, с усилием 55 ньютона-метров. При разборке колеса сальники желательно смазывать, чтобы они меньше изнашивались. Также желательно смазывать ось, чтобы она не прикипала. Я установлю высокопрочную цепь с антикоррозийным покрытием EK-ZVX3, который имеет низкое сопротивление за счет технологичных сальников. На Bonneville T120 в стоке стоит цепь длиной 100 звеньев со звездами 17 и 37 зубьев. В комплекте идет замок под расклепку, но EK также производит замок, который собирается без специнструмента. Об этом есть подробное видео на нашем канале. При сборке важно контролировать толщину замка, чтобы его не пережать, иначе сальники быстро износятся.
Цепь желательно натянуть для затяжки гайки передней звезды. На этой модели сложно зажать задний тормоз, потому что главный цилиндр откручен. Но усилия человека достаточно, чтобы заблокировать колесо на первой передаче и затянуть гайку с усилием 180 ньютона-метров. Стопорную шайбу удобно загнуть переставными клещами. Сборка осуществляется в обратном порядке. Натягивать цепь надо на боковом упоре, поэтому оставляю заднее колесо как есть и займусь передним колесом с вилкой. При снятии вилки желательно ослабить верхние пробки, пока она зажата в нижней траверсе. Верхняя траверса при этом должна быть ослаблена. Со старого колеса необходимо снять тормозные диски и кольцо АБС. Для установки картриджей не требуется делать полную разборку вилки. Сперва откручивается нижний болт крепления демпфера на собранном пере, потому что пружина придавливает демпфер и не дает ему прокручиваться. Далее сливается масло, выкручивается пробка и вынимается демпфер без разборки. Левое перо разбирается аналогично. В нем установлены пружина и примитивная трубка. В картриджах битубы используются сложные клапаны вместо отверстий, герметичный демпфер с сжатым азотом, который предотвращает кавитацию масла, прогрессивные пружины, а также есть возможность настройки компрессии, отбоя и преднатяга. Перед сборкой вилку необходимо очистить и тщательно продуть, так как очиститель скапливается между трубками. Оригинальные пружины обратного пробития переставляются на новые картриджи. В комплекте есть спейсеры для занижения вилки и специальная головка для регулировки преднатяга. Картридж компрессии устанавливается в левое перо, а картридж отбоя в правое. Нижний болт крепления сажается на фиксатор. Перед затяжкой лучше вкрутить верхнюю пробку, чтобы придавить демпфер к дну стакана. Болт затягивается с усилием 30 ньютона-метров. Далее заливается 200 мл масла в каждое перо. Так как демпфер герметичный и уже наполнен, масло заливается по количеству. Если демпфер не герметичный, масло заливается по уровню, потому что неизвестно, какое количество масла осталось внутри после разборки. Верхняя пробка затягивается с усилием 22 ньютона-метра. Переднее колесо Альпина на 1,2 кг легче оригинального. При шиномонтаже красную точку желательно совместить с самым тяжелым местом диска, которое зачастую вентиль. Поэтому для балансировки хватило одного грузика. Перед установкой тормозных дисков резьбы желательно очищать от старого фиксатора. Болты крепления затягиваются с усилием 22 ньютона-метра. На всех деталях колеса есть маркировки направления вращения, чтобы не попутать стороны. При установке вилки сперва затягивается нижняя траверса с усилием 45 ньютона-метров, а потом верхняя с усилием 24 ньютона-метров. Болты суппортов затягиваются с усилием 21 ньютона-метра. Ось колеса с усилием 65 ньютона-метров. Чтобы снять напряжение с правого стакана, перед затяжкой вилку желательно прокачать. Болт затягивается с усилием 22 ньютона-метра. Свободный ход цепи около 30 мм по центру между осями звезд. Гайка оси затягивается с усилием 100 ньютона-метров. Игла автосмазчика направляется на сальники и ролики цепи. Бескамерные диски позволяют отремонтировать прокол самостоятельно, без снятия колеса. Усиленные обода выдержат жесткий удар, а картриджи обеспечат стабильность и комфорт на высокой скорости и на плохом покрытии.
Приобрести качественные компоненты для дорожных и классических мотоциклов можно в нашем магазине Stantex.